бросая вызов стихии. Казахстанские альпинисты смело осваивали один из самых сложных и рискованных видов спорта. Порой, сами того не осознавая, шаг за шагом они создавали великую историю. Об этой истории мало написано. Еще меньше они сегодня говорят. Мы расскажем о героях и их невероятных восхождениях, победах и наших общих трагедиях. Мы расскажем вам историю, которой нужно гордиться. Город Алматы расположен в северных предгорьях Заилийского Алатау. Город буквально окружен горами. Год за годом они магическим образом притягивали к себе своих героев и первопроходцев. Желание взобраться на вершину выказывают как профессионалы, так и любители. Каждый из них хотя бы на малую талику хочет ощутить то, что чувствуют великие альпинисты. Нам было суждено стать одной из самых высококлассных школ альпинизма. Хемингуэй сказал в свое время: альпинизм – это спорт, все остальное – игра. На самом деле, любые спортивные состязания – это игра. Стрельба из лука – это игра, да, допустим, кто мечом выстрелит, да? По кругу пробежать, кто быстрее, на коньках или бегом. Тоже вот такая игра. Кто выиграл, получил медаль. А в горах лавина не разбирает, ты заслуженный мастер спорта или новичок. То есть все перед этим равны. Победы в горах, как мне кажется, не совершаются под рукоплескание, аплодисментов. Мы же не на арене бьемся. Это все под тишину. Это прежде всего не, как говорим мы, не покорение горы, а прежде всего покорение самого себя. То есть своих слабостей, которые у тебя есть. Покорять – это так же, как покорять другую страну, это значит завоевывать. Это неправильно сложился термин при советской школе альпинизма – покорить вершину. Так же, как покорить народ, покорить гору, ее не нужно стремиться покорять. Можно только сравняться с высотой горы на какое-то время и спуститься живым, если повезет. Казахстанская экспедиция 25 июля 1936 года под руководством Евгения Колокольникова отправилась из Алматы, чтобы совершить попытку восхождения на Хан-Тенгри. В то время любое восхождение начиналось сразу же за порогом родного дома. Это сегодня можно воспользоваться вертолетом. А раньше на один поход до базового лагеря уходило времени и усилий ничуть не меньше, чем на само восхождение. Несмотря на отсутствие благ современного альпинизма, спутниковой связи, кислородных баллонов, высокотехнологичного снаряжения, экспедиция Колокольникова взошла на властелин неба. Победа на Хан-Тенгри подняла казахстанский альпинизм на новый уровень. Его узнали, о нем заговорили. Альпинисты – люди мира. Они всегда доброжелательны и готовы прийти на помощь. Но, к сожалению, восходителям из двух противоположных лагерей пришлось вести битвы друг против друга. До войны они в связке брали склоны, а на войне были обречены стоять по разные стороны баррикады. Гитлер, он придавал огромное значение эзотерике, таким оккультным вещам, и он считал, что если он покоряет Эльбрус, тогда он покоряет Европу. И он придавал этому очень большое значение, и они формируют отдельную специализированную дивизию Эдельвейс. И немецкие альпинисты заходят на Эльбрус, на вершине они устанавливают штандарт, устанавливают фашистский флаг, и они удерживают этот плацдарм вплоть до 1943 года, до весны.
Военные комиссариаты Советского Союза не обучали горных стрелков и дорого за это поплатились. Солдаты не выдерживали погодных условий. 9 из 10 гибли от лавины камнепадов. Более того, у немцев были отборные войска и экипировка. Они прекрасно знали Кавказ и располагали точными картами, на которых каждый камешек был четко обозначен. Самое интересное, что мы уже в 60-х еще годах пользовались картами, которые были изданы в Германии по Кавказу. Значит, у нас были послевоенные радиостанции Клейнфу, которыми вот мне приходилось, уже я их видел, мы ими еще пользовались. То есть, а в горах, кроме Клейнфу, связи-то другой не могло быть. Немцы были экипированы очень хорошо. Во-первых, вооружение их было облегченное, сделано, разборные пушки, минометы разборные, которые они довольно легко могли поднимать на разные там места и так далее. То есть они готовились к войне. Для них было важно не просто занять, значит, Кавказ и отрезать южную часть, нефтяные районы. Для них было престижным взойти, подняться на высшую точку Европы. Вот, мол, мы не только их побеждаем, мы уже на высшей точке. Тогда в срочном порядке по всем фронтам начали собирать горных стрелков и альпинистов, в том числе и из Казахстана. В 1943 году в городе Алматы открывается школа горнострелковой подготовки на базе Горельника. В этой школе было обучено 1500 инструкторов и 12 000 горных стрелков, которые прекрасно проявили себя на поле боя. Одним из них был казахстанец Леонид Кельц, участвовавший в снятии немецких флагов с вершины Эльбруса. Что оно дало для советского альпинизма? Это, во-первых, это те же самые навыки альпинизма, умение воевать в горах, и, соответственно, после этого появляется, как бы весь наш советский альпинизм, он построен по принципу именно военного принципа, то есть это отделения, отряды, это командиры отделений, командиры отрядов. Впоследствии оно превращается в такую систему, структуру, как бы больше такой военизированной системы структуры альплагерей. В 1945 году было сделано важное открытие в истории современного альпинизма. Самым северным семитысячником мира, названным в честь Великой Отечественной войны, становится Пик Победы. Его также называют 15-м восьмитысячником. Многие альпинисты считают, что восхождение на Пик Победы сложнее и опаснее Эвереста. Альпинизм всегда помнит первопроходцев. Те, кто первыми совершают восхождение на гору, вбивают свои имена навечно в историю альпинизма. История альпинизма — это не только победа, но и трагедии. Одна из таких произошла в 1955 году. 1955 год знаменуется тем, что у нас была большая трагедия для казахстанского альпинизма. Весь цвет того времени сборная команда Казахстана погибает, и в живых остается только Урал Усенович. На штурм Пика Победы пошли две экспедиции – Казахстана и Узбекистана. В составе Казахстана 12 человек во главе с Шипиловым. Для обеих команд принципиально важно было взять вершину первыми. Возможно, это и стало одной из причин трагедии. Поднимаясь все ближе к 7000-му рубежу, альпинисты не успели пройти акклиматизацию перед восхождением и катастрофически теряли силы. Начальник штурма Шипилов приказывает всем, у кого остались силы, спускаться вниз. Из 12 альпинистов только 3 сумели начать спуск. Борис Сигитов, Алексей Суслов и Урал Усенов. По пути Суслову становится плохо. Лежит на коленке, я к нему подошел, руки у него белые, Катя перчатки, рукавицы потерял. Руки уже заморожены, я ему одел там, носки шерстяные. И когда его вытащили, я говорю, Женя, говорю, давай, говорю, а то мы погибнем. И он говорит, знаю, говорит, Урал. А вот такой он здоровый, богатырь был, он такой сильный мужик. На медосмотре все женщины любовались его, понимаешь, красотой такой. И когда, значит, уже мы вытащили, он стал бурчать. Потом через Днепрскую пору у него кровь с носа у него пошла. Вот. Ну, потом он где-то в 12 дня умер. Ну, быстро мы его организовали спальный мешок, там он его затолкали. И потом он холм, потом Боря Сигитов говорит, что ты оставайся с ним, а я, говорит, пойду на спуск.
Я говорю, давай, может, вдвоем лучше будем. Он говорит, нет, говорит, мы можем потерять. Боясь потерять тело, Урал проводит ночь рядом с ним. Без палатки, без спальника. Сигитов отправляется за помощью, но срывается и погибает. Урал Усенов, опасаясь замерзнуть, продолжает спуск. И на высоте 5000 метров проваливается в глубокую трещину. Если бы была она не конусообразная, я бы ушел бы сразу под лед. Но страх-то, конечно, был в начале. Я вначале кричал. Я вот его если попался, что теперь кричать? Значит, надо достойно встретить то, что будет. Я должен выжить, потому это, хотя никаких проблем, надежд нет. Но вот эта интуиция, она вернулась, когда через день, когда стал сосульки падать, снег, думаю, температура здесь постоянно, как это может? И когда вот, Шевченко как раз в первый этап пришел. Вот, Спустя сутки Урала чудом спасают. Тяжелая трагедия 1955 года не сломила дух альпинистов. Изучив ее причины, в следующем году Урал Усенов в составе команды Абалакова совершает победное восхождение на самый северный семитысячник мира. Рассчитанный до мелочей победный штурм явился прологом к последующей истории всестороннего освоения гиганта. В мире альпинизма всегда считались престижными восхождения зимой. В зимний период риски возрастают из-за низких температур, ураганных ветров, повышенной угрозы лавин, непробиваемого льда. В 1966 году казахстанская команда под руководством Бориса Андреевича Студенина совершает первое в мире зимнее восхождение на шеститысячник. Мне пришлось уговаривать членов президиума разрешить нам это мероприятие. Мне говорили, куда ты лезешь? Там же еще москвичи даже не ходили. Я сказал, что москвичи 1, максимум 2 месяца в году бывают в горах, а мы 12 месяцев в году бываем в горах. Так кому же нужно их идти? В общем, я их убедил в том, что надо нас выпустить. Борис Студенин собирается устанавливать мировой рекорд. Но, по иронии судьбы, он заболевает прямо перед отправлением в путь и не замечает, как его настигает пневмония во время восхождения. А он предыдущим летом дважды сходил на эту мраморную. То есть знакома ему гора, и там высота на него не действовала совершенно. То есть он абсолютно нормально знал все это. Вот так вот. Ну а наверху это все сказалось. Легкое недомогание, там же выражаются достаточно серьезные вещи. Как он вообще, это все-таки воспаление легких, это воспаление легких. На 6000 это кончается-то очень плачевно. Но мы тогда были все молодые, и так по большому счету бестолковые. И вот когда ему там поплохело, мы решили, что не может идти, пускай полежит здесь, значит. А мы пока сходим на гору, вернемся, потом пойдем вниз. Пришли, ему совсем плохо. А уже вечером поздно, ночь уже холодно. На утро он уже получилось так, что был без сознания. К трещине подошли, и они сидят и думают, как же его тащить? Вес-то у него приличный. Подходит, думают, что же делать? А подошли, посадили его, а он и отключается. Вот пока они гадали, как он встал, перешел на другую сторону через эту трещину сам. Просто знает, что надо. И проблема его перетащить. Мобилизовал себя, как он это слышал, их все разговоры. Перешел, сел там и отключился. А я когда уезжал, мне мой товарищ, он вообще был фармацевт. Он говорит, вот тебе флакон, говорит, женьшень, по-моему. Вот если, говорит, что-нибудь будет, там чайную ложечку можно выпить. И когда мы уже спустились, а у Бориса Студенина, его ближний друг был Гриша Петрашко. Он меня останавливает, говорит, слушай, говорит, Боб умирает, говорит, уже. Я говорю, что делать-то? Я говорю, есть вот флакон, но надо там несколько капель там, на стакан воды. Какая там вода? Высота 6000, зима. Да, говорит, хуже ему уже не будет, давай. А у него уже пена, там все, значит, это. Ледорубом открыли рот ему и налили туда с полфлакона.
И ну, он начал оживать просто. На глазах у нас прям такие конвульсии какие-то там, то все, значит. Ну и Гришка говорит, давайте вы идите, ищите дорогу дальше вниз. А мы тут пока его там чай, может, поставим там или что. Ну и пока мы, значит, сходили, искали дорогу там, маркировали там то все с Витей Поповым. Когда вернулись, уже стоит палатка, он уже сидит, пьет чай. То есть вот остался живой. Значит, если спирт, а это настойка на спирту, попадает в легкое, он гасит пену. И пену погасил, человек задышал. Ну а раз задышал, то он уже стал оживать. А так он просто дышать не мог, ему нечем было дышать. Борис Студенин после такого тяжелого обморожения и пневмонии, из которой на высоте выбраться почти невозможно, в тот же год руководит сложнейшим техническим восхождением на пик Свободная Корея по Северной стене. На Северной стене прошли наиболее сложный маршрут. Показателем является то, что до сих пор не повторен. Назвали его топор Студенина, потому что он вот такую форму имеет. Получили тогда мы золотые медали. «Спартак» во главе Бориса приносит нам первое золото. Студенин воспитал целую плеяду чемпионов, одних из лучших альпинистов и тренеров. На протяжении десятилетий казахстанские альпинисты приносят только призовые места и доказывают, что они лучшие в СССР. Борис Студенин – легенда казахстанского альпинизма. В этом году отметил свое 85-летие. В конце концов, казахстанцы доказали, что наша школа одна из сильных, одна из прогрессивных, и которая может диктовать. В мире альпинизма высотно-технические восхождения считаются самыми престижными. От классического альпинизма этот класс отличается прохождением по сложнейшим маршрутам и вертикальным стенам на высоте более 6000 метров над уровнем моря. Для того, чтобы пройти маршрут, надо маршрут сначала пройти головой. Продумать, как ты будешь его преодолевать, что тебе необходимо, какое снаряжение тебе необходимо. Люди, которые фокусируются, спортсмены, на техническом, только техническом классе, это прохождение крутых стен. Приходится жить на стене, работать на стене, и риск большой. Практически целый день висите в обвязке. Там прижметесь к стенке на станции, колени мерзнут, блин. Колени убрал, плечо мерзнет, а твой напарник, как назло, лезет уже 3 часа, 4, 5, 6 часов. Можете стоять на одном месте? Некоторые ошибочно считают, что лидер, ему сложнее всего. А как страхующему, можете себе представить? Стоять 7 часов на одном месте, висеть в обвязке. У него ноги мерзнут сильнее, чем... Потому что лидер-то, ему страшно, ему адреналин, он там уже до футболки разделся, а ты внизу стоишь, как сугроб живой, блин. И дрожишь там, думаешь, сволочь, быстрее, пожалуйста, давай, шевелись. А сам, ну, понимаешь, что он быстрее не может, но и ты за него же переживаешь, потому что срыв, ты ответственен за его жизнь, за свою, возможно. Допустим, на снежных склонах или там на изрезанном маршруте, там обязательно есть какие-то полочки, какие-то места более горизонтальные, там можно устроиться, сделать это легко. А когда стена? И люди живут на этой стене, просто вот они палаточку так чук-чук прикрепили и в ней живут, то есть они прям в воздухе, как птицы, как орлы, гнездо себе свили и в нем живут. Край палатки свисает, вот летят камни-свистуны. Вот летит очередной камень-свистун, а у нас палатка. И он попадает в палатку. Он его прорезает как ножом. Человек, который замылился, перестал чувствовать риск, опасность и страх, он погибнет. 100%. Рано или поздно, ну, скорее всего, рано. И вот чтобы не погибнуть в горах, страх должен чувствовать всегда, но контролировать его. То есть контролируйте свой страх. Для меня это самое сложное во время восхождения. Контролировать страх.
Дурак не будет технарем. В основном все технари — это люди, инженеры, имеющие техническое образование. А высотно-технический, ко всему вот этому вышеописанному, добавьте еще и высоту, когда голова с трудом соображает. И вот высотно-технический класс — это Оскар, это золото, это высший пилотаж. То есть это сразу признается всем альпинистским сообществом и оценивается на высоком уровне. Я думаю, что надо возвращаться к классическому примеру альпинизма, вот тому, которому, допустим, вот чем занимались казахстанские альпинисты. Это покорением сильнейших, еще не пройденных маршрутов, которых еще очень много. Покоряться должны те вершины и те трудности, которые стоят на грани человеческих возможностей. Вот в этом первейшее, первостепенное значение. Во время юбилейных торжеств на спортивном комплексе «Медео» алмаатинцы приветствовали своих героев, отважных покорителей Эвереста. Казбек Валиев, Эрвант Ильинский, Сергей Чепчев, Валерий Хрещатый, Юрий Голудов — 5 казахстанских альпинистов были в составе Гималайской экспедиции 82, штурмовали 3-й полюс Земли. Руководитель алмаатинской пятерки Эрвант Ильинский. Живущие здесь люди в этом городе постоянно видят, во всяком случае в хорошую погоду, на юге горы. Ну и, видимо, у многих возникает естественное желание пойти в них. Такое желание в свое время возникло и у нас. Ну а когда туда пойдешь один раз, то потом уже, значит, назад пути, ну, не то что нету, но во всяком случае уже трудно вернуться. Наша федерация Казахстана, ну, поскольку вот у нас уже были хорошие восхождения, там все говорили, вот вы такие здоровые, там то все, надо ехать в Гималайи. Ну, исторически это вполне справедливо, потому что еще в 1936 году казахи залезли на пик Хантенгри, то есть у нас уже были хорошие высотные традиции, ну и довольно хорошо мы, будем говорить, лазили и делали хорошие восхождения. Летом 1980 года состоялся финальный отбор на первую советскую гималайскую экспедицию на Эверест, где собрались сильнейшие альпинисты всего Союза. В тот же период у казахстанской команды 12 СКА «Саво» под руководством Ильинского стоял тяжелый выбор. Сделать первое в истории восхождение на южную стену пика коммунизма или же сохранить силы для отборов на Эверест. Южная стена пика коммунизма – это стена проблемная и была мечта многих. Южная стена – одна из самых, ну я бы так сказал, величайших стен в мире, потому что перепад ее почти 3 километра. На самом деле трудно себе представить, что может быть высотой 3 километра. Ну вот у нас телевышка, допустим, если подойдете к основанию ее, она, допустим, ну, там, я не помню, 150 метров, к примеру. Посмотрите наверх, вот шапка падает, да, то есть тут высоко. А это в 20 раз больше. Но мы эту стену сделали. Мы ее сделали по центру, самое принципиально спортивную часть. И мы, конечно, были очень счастливы. Это, конечно, гордость любого альпиниста пройти такую стену. И все знали, что эта стена отнимает не только там, силы и нервы, там, все, но она может травмироваться там, в конце концов. Или заболеть, или что-то. И в конце концов обморозиться там, и не участвовать в отборах на Эверест. А Эверест — это ну, как олимпийский старт. Поэтому мы гордились выполненной задачей, конечно, приехали вниз. У кого живот болит, кто там подушку не может оторваться от нее. Короче, все там в прострации находится, вся команда. И кто-то из наших ребят говорит, ну вот, допрыгались, мол. Ну вот, сделали стену, а Эверест вам не видать. Потому что, ну, не в состоянии тут до туалета сходить обратно, и то трудно. Ну, я капитан команды был все-таки, руководитель, соответственно. Мне, я говорю, мужики, ну мы вот такую стену прошли 3-километровую. Давайте хоть поедем посмотрим на тех мужиков, которые полезут на стену Эвереста. Планируют. Поехали, и все. Ну, поехали. Ну, мы пришли, здрасте, здрасте. Они так, здрасте, здрасте. Никто не кинулся нас обнимать, ничего. Это такой холодный довольно прием. Но с высоты уже вот этого жизненного опыта мы уже понимаем, в чем дело. То есть приехали конкуренты, хотя они не ожидали, что мы приедем. То есть нас 8 человек, 6 человек из команды, которая ходила стену. А там 32 человека или 34 человека, которые специально летом готовились к этим стартам.
А мы такие лежим там под кустами конченые. Ну, ясно, что мы не можем уже ничего с ними сделать. Самое страшное для нас было забег в гору. Ну, я на эту гору смотрел, не знаю, не, я туда не побегу, ну, нафиг. Короче, ну, никаких моральных сил не осталось. Ну, потом побежал, все равно сбегал. А Валерка, у него пальцы эти болели на ногах, он 2 таблетки анальгина выпьет, ну, чтобы обезболиться, и бежит. Возвращается. То есть, если я, допустим, я говорил, что я, допустим, там фанат на 80%, то он 100%. То есть не мог себе представить, что он не будет участвовать. Вот. Но мы как-то день уж простояли, потом надо было подтягиваться. Ну ладно, подтянулись, там какая-то норма была, там сколько надо, подтянулись. Ну, не знаю, мы похудели все, легкие нам, может, и поэтому легче. То там что-то приседать надо, пистолетики какие-то. Ну, короче, всякая фигня. А самое смешное было на скалах соревнования в связках с нижней страховкой. А Валерка говорит, я, говорит, не чувствую пальцев. Мы, естественно, с ним вдвоем в связке лезем. Валерка, он был очень осторожным парнем. Вообще, в принципе, очень осторожным. Вот. И он никогда не срывался. Ни на учебных скалах, ни на маршрутах он никогда не срывался. То есть это было просто его такое кредо. А у меня было, ну упал, ладно, там, ну что там еще можно будет пролезть. Это вот такая вот разница у нас была. Но в связке это объединяло нас. И мы друг друга дополняли. То есть если скальный маршрут, допустим, я мог там больше принести пользы. Он меня очень правильно страховал там, или менял, заменял меня и так далее. На снежных маршрутах, длинных, он мог больше меня топтать. Тропу, допустим, бить. Это его сильно увлекало. Короче, там это долго рассказывать. Короче, все равно мы стали вторые. Наша связка была вторая. А первая была там, Миша Туркевич с Голодовым. А Миша Туркевич неоднократный чемпион СССР по скалолазанию. Великий специалист в этом деле. Вообще, как мы вторыми стали, я еще до сих пор удивляюсь. Но мы лихо лезли, потому что мы пролезли 3-километровую стену. И скалы для меня это было, можно закрытыми глазами лезть. Там, то есть это все по сравнению со стеной коммунизма, это вообще детская песочница. Поэтому мы и дернули всех. А там кто-то упал, себе задницу сломал. Что-то, короче, там такие все наши конкуренты. Спорткомитетом СССР создана специальная гималайская экспедиция. В ее состав вошли сильнейшие альпинисты страны, видные ученые, медики, которым предстоит в 1982 году штурмовать Эверест. Из 24 сильнейших альпинистов страны 8 спортсменов – представители казахской школы альпинизма. Но впоследствии политики СССР в составе сборной оставили только 5 казахстанцев. Ну что, мы не можем же, чтобы одни казахи поехали. Я говорю, ну как, ну вы же должны, при чем тут казахи? Причем тут национальность там, или территориальная принадлежность? Вы же должны отобрать сильнейших. Но это сборная СССР, там, ну и первый раз, это там они соблюдали какой-то баланс какой-то, чтобы даже один грузин попал как кинооператор Хутах Ергиани. Ну, потому что Шеварднадзе позвонил Брежневу, ну, на таком уровне сидел. Ну вот, нет, вот Шкарбан, он... Нет, Шкарбана мы не берем, значит, там Луников, у него там что-то там такое. Кроме спортивной борьбы была еще и подковерная, как обычно. Даже пришла анонимка, вот Ильинский с командой отремонтировали домики в Туюксу и устраивают там бардаки со своими женами. Ну и на меня там в управлении, ты что? Я говорю, вы хоть прочтите, говорю, что тут написано. Он сам читает. Да, и устраивает бардаки со своими женами. Что-то непонятно, как бардаки со своими женами можно устраивать. Я каждый день, говорит, почти что устраиваю бардак со своей женой. Я говорю, ну вот видите, а вы, говорю, меня со сбора сорвали, говорю, для того, чтобы вот это галиматью эту читать. Ну, одним словом, 3 человека они у нас зарубили. Как это сразу же, какой триумф был в 1982 году, когда сборная Советского Союза выехала и сразу же сделала с первого раза, то есть, да, то есть, соответственно, ни у одного не было спортсмена опыта восьмитысячников, каких-то низких восьмитысячников. То есть они сразу, то есть для всех этих людей это был первый восьмитысячник, он сразу Эверест и сразу по сложнейшему маршруту. То есть, ну, что говорить про все остальное тогда. У
У советских граждан не было возможности поехать за границу. То есть это обязательно делалось через Комитет государственной безопасности, через кучу согласований с министерствами и ведомствами. Туда не могли там отпустить просто 2 человек, то есть это должна была организована большая экспедиция. Если бы была такая возможность, то практически на все восьмитысячники были бы сложнейшие маршруты Советского Союза. Вот. Ну и может быть даже не один. Потому что потенциал огромный. Огромное количество людей претендовало на право участвовать в этой сборной Советского Союза. Вот. Только от нас там поехало 5 человек. Вот. А могли поехать и 15, могли и 20 поехать. Причем сильнейших спортсменов. Наше восхождение подтвердило, что школа казахстанского альпинизма, она есть, и она очень сильная. Мы все надеемся, что этот наш успех в Гималаях послужит еще более широкому развитию альпинизма в Казахстане. И на сегодня ситуация такова, что Казахстан располагает очень сильными альпинистами, их много, и Казахстан сам в состоянии провести экспедицию, аналогичную той, которая прошла в Гималаях. Выше 8000 метров начинается так называемая зона смерти. Нахождение на такой высоте непригодно для жизни человека. Из-за отсутствия кислорода клетки тела начинают умирать, рассудок затуманивается, альпинисты подвергаются риску инсульта, отеку мозга и легких, а все недуги и болезни обостряются в десятки раз. Человеческий организм испытывает колоссальные нагрузки. Не зря альпинизм считается одним из самых сложных видов спорта. В мире существует 14 вершин высотой более 8000 метров. Мы расскажем вам несколько значимых историй о том, как наши альпинисты восходили без кислорода на восьмитысячнике. Слово «спорт» и «кислород», это не совсем правильно. Альпинист, восходитель, пользующийся дополнительным кислородом, я могу сравнить только с велосипедистом, которому поставили моторчик в велосипед. Тогда вот это сравнение будет, мне кажется, правильно. Человек перестает крутить педали или крутит их совсем чуть-чуть, а этот велосипед все-таки едет. Это в 4 раза меньше кислорода, все движения занижены, обмен веществ прекращен, периферийное кровообращение отключено, мозги не работают. Отвратительное состояние. Ты не спишь, ты не ешь, ты не работаешь. Как говорят, раньше были железные люди с деревянными ледорубами, а сейчас наоборот все, То есть сейчас и так у нас техническое оснащение, вообще уже топ. Уже выше, мне кажется, некуда. Уже и легче, и острее, и не затупится, и все. Еще добавьте к этому кислород, и что это? На вертолете туда залетайте. То есть должен оставаться какой-то фактор противостояния. Со стихией это громко сказано, потому что где мы, где стихия. Но с собой, то есть ты должен с собой бороться. Если, скажем, есть люди платят бешеные деньги для восхождения, например, на Эверест. Заплатил кучу денег, ему все равно, как он туда залезет. Все равно, лишь бы туда залезть. Таких людей я понимаю с их использованием кислорода дополнительного. А если это идет спортсмен и выполняет какую-то спортивную задачу, он надел кислород, это значит, он уже не спортсмен. Второй по высоте восьмитысячник мира Чогури или К2 считается одной из смертоносных вершин мира. По статистике, каждый 4-й альпинист при попытке восхождения погибает. В 2004 году Владимир Сувига совершает одиночное бескислородное восхождение на К2 в возрасте 51 года. Там я вообще был один и поехал один из Казахстана. И достаточно все было тяжело, непогода там. Все-таки после меня на горе осталось 3 трупа. Тоже, я вам скажу, даром не проходит. Я категорически прекратил высотное восхождение с 2004 года. Доказать ничего людям нельзя. Саша Губаев, я спускаюсь с вершины, он подходит, ему еще минимум 3 часа до горы. Время 3 часа дня. 3 часа. Договорились в 2:30 уходить вниз. Мы с ним стартовали с одной палатки. Я говорю: Саш, 3 часа надо уходить вниз.
ты на гору залез? Залез. Ну и я полез. Я говорю, Саш, я еле иду. У меня там колено было больное, я вниз очень плохо шел. Я не смогу с тобой. Он говорит, ну не сможешь и не надо. Я говорю, начал приводить доводы, что мы вместе договорились, что контрольное время у нас 2:30. И мы дойдем, не дойдем, поворачиваем вниз. Вместе мы с ним решали, что если он будет упрямиться, причем он сам мне говорил, я очень упрямый, но если я про тебя не буду слушаться, ты про детей мне напомни, там, все напомнил, все сказал. Нет, я пойду наверх. Что, не драться с ним, что ли? Или сидеть ждать его, оба бы замерзли. Сидеть на высоте 8600 нет никакого удовольствия. Я ему сказал, говорю, Саша, вот сейчас мы стоим с тобой, ветра нету вообще, погода идеальна. Но на вершине дует со страшной силой. Но ветер дует чисто на гребень. Стандартное положение ветра, как он дул всегда, он дует чисто на гребень. То есть 90 градусов. Не дай бог он повернет, и все. Мы с тобой тут оба ляжем, и ни ты, ни я не дойдем. Да. Там такие ветры, что просто стоять вертикально человек не в состоянии. Почему на К2 так мало заходят? Это же все ветер. Он говорит, ладно, ты хотя бы посматривай за мной. Повернулся и пошел. Что мне было делать? Да, кто угодно скажет, вот Сувига бросил товарища одного на горе. Да, бросил. Потому что товарищ не понимает никаких доводов, никаких аргументов, а думает только, что зайти на эту гору. И уже потом, когда осмысливал все это, невольно вспоминал, что примерно мы провели 4 ночевки вместе. 4 ночевки. Каждый раз он мне говорил, мы должны взойти любой ценой. Любой ценой. Ты один из Казахстана, а я один из Киргизии. Любой ценой. Я ему все время возражал. Говорю, Саша, а что значит любая цена? У меня дома дочь. Если я погибну, матери у нее нет, мать умерла. Кому нужен будет мой ребенок из-за моих амбиций? И кому я буду нужен мертвый на этой горе? После всех этих обсуждений человек просто говорит, а я пошел и все. Я повернулся и пошел вниз. Вот только я сюда пришел, на гребень встал, и ветер как раз повернул, так как он всю жизнь и дул. И тут мне стало уже не до Саши. Я честно могу сказать, что меня самого, только чудо спасло. Я уже потерял всяческую надежду, там гребень длинный, не крутой, полого вниз уходит. И дуло так, что ничего не видно, там, прямо на глазах буквально стали такие переметы снежные по метру, по 1,5, по 2. Где там перешагивал, где переползал, просто на четвереньках переползаешь через этот гребень, свистит так, что ничего не видишь. Там ориентир у меня был, так скала стояла, надо было, она одна такая, прямо палец такой стоял, и прямо напротив этого пальца нужно было уходить за гребень, и сразу под гребнем лагерь. Но он за ветром. И был уже такой момент, что я встал, я уже ничего не мог, я просто встал, и все. И я понял, что я уже шаг сделать не смогу. И в этот момент, вот когда я уже понял, что я остановлюсь на четвереньки и поползу на коленях, я уже, ветер такой силы, что ты не идешь, а просто борешься с ветром, чтобы не упасть. То есть, чем ближе к земле, тем меньше дует. Думаю, сколько-то я еще и проползу, не так просто, я еще буду ползти. Сил никаких нету я. И тут вот как Бог, наверное, на свете есть. На секунду, на 1 секунду ветер, пумс, и как выключили его. Погода-то была хорошая, а с гребня переметает, и вот на высоте где-то 2-3 метра снег летит, вот этот переметенный снег летит так, что ты ничего не видишь. Забивает лицо, тут намерзает на ресницах, наверное, начинаешь их отлеплять, там отдирать, смерзаются ресницы, когда моргаешь.
И вот на секунду, на одну секунду ветер раз и прекратился. И хлоп, вот она, эта скала, вот она, 100 метров. И вот стоит напротив, на выходе, где спускаться в лагерь, стоит шерп и рукой мне машет. И вот в одну секунду я это увидел, и опять все, оп, и закрыло. Ни одна из попыток восхождения на К2 зимой не увенчалась успехом. Это остается самой главной нерешенной задачей мирового альпинизма. Казахстанская команда Денис Сурубко и Борис Дедешко открыли новый маршрут на 8000-ник Чоою и получили золотой ледоруб. Золотой ледоруб – это Оскар в мировом альпинизме, присуждаемый ежегодно французским журналом «Монтань». Это очень сильный человек, зацикленный на результат, мотивированный, готовый ради этого результата очень во многом себе отказать. Он очень, конечно, большой профессионал своего дела. Когда мы лезли Чоою, сложный маршрут, первопроход, выходим на точку, где надо ставить лагерь на ночь, уже ночевать, и это, а места для этого нету. То есть там начинается стена вертикальная и даже с нависаниями. Надо где-то в этом месте поставить лагерь. Я нахожу интересную площадочку такую, а у меня такая особенность. Мне для того, чтобы выспаться, хорошо отдохнуть, мне надо принять горизонтальное положение. Мне нужна хорошая площадка. И поэтому у нас с ним часто конфликты были. А у Денису он все равно, он может на любых камнях лечь, они будут его там колоть в бока, будет как-то там вообще там сидя, стоя, неважно. Он при этом выспится, отдохнет. Или, по крайней мере, я не замечу разницы между тем, как он, поспав на нормальной площадке, или на очень сложной сидячая или полусидячая, висячая ночевка, неважно. Он будет одинаково отдохнувший. У меня совсем по-другому. Поэтому я всегда стараюсь сделать очень хорошую площадку. Вот, и говорю, давай сделаем здесь. Он говорит, здесь нельзя, здесь опасно, давай сделай где-то вот тут вот. Ну, я не спорил, конечно, тут как сказал, так и сделал. И так и получилось. Ночью в это место ударила лавина, туда, где я предлагал. Вот. И также было на спуске, например. Потом, когда мы с Чоою спускались, то уже было более-менее, пошло такое выполаживание. Я вижу, что здесь можно спокойно идти пешком, без этого, не делать точки. А Денис говорит, нет, надо делать, копай. А снега выпало очень много. То есть мы, когда спускались, были сильные снегопады, и там по полметра снега надо было откапывать, 60-70 сантиметров, чтобы просто докопаться до льда, куда можно вкрутить ледобур. Где-то в середине этой веревки, которую я спускался, я подрезал склон, сходила лавина, и этот весь снег продавливал меня до конца веревки. На конце веревки были узлы, естественно, я болтался как рыбка на крючке, там вся лавинка сходила по меня там немножко там помяв, я оставался целый, жив. То есть если бы... У меня не хватало уже, мне было уже настолько, я был уставший, что мне было все равно. То есть я готов был рискнуть, пройти пешком. Денис видел опасность и говорил, нет, здесь так нельзя. Он очень бережет себя. Возможно, поэтому он до сих пор жив и здоров, несмотря на огромное количество маршрутов, огромное количество гор, сложнейших маршрутов, которые он сходил. Вот. Когда происходят какие-то трагедии, особенно с близкими людьми, я обязательно спрашиваю его мнение, мне Денис рассказывает, где конкретно была допущена ошибка. Что это не просто несчастный случай, это не просто ни разу не было такого, чтобы когда гибли люди или когда получали очень сильные травмы, чтобы это был просто несчастный случай. Что потому что это горы и потому что это так. То есть люди допускали ошибки. О Лхотзе мечтали альпинисты всего мира. Рейнхольд Месснер, первый человек, взошедший на все 14 восьмитысячников, назвал этот путь маршрутом 21 века. Сильнейшие альпинисты мира 9 раз пытались взойти по южной стене, но стена не поддавалась. Лхотзе это была экспедиция, и она историческая, о ней мало на самом деле знают. Стена 4 километра. Сверху, если что-то пинаешь, то он до низу долетает. Я думаю, что ее больше никто не повторит, потому что собрать команду, а ее можно пройти только в составе сборной команды.
И почему мы смогли поехать, у нас были и спонсоры, и государственная поддержка была. Это по факту 3-я сборная Советского Союза была. В нее из Казахстана меня одного пригласили. Но связано с тем, что быть высотником – это одно, а на стене надо и лазить, и высоту держать. Я вошел в состав сборной Союза. Это на сегодня, вот я сравниваю впечатления, я сейчас благодаря своему сыну вблизи олимпийской сборной, я общаюсь с главными тренерами там. Сегодня здесь, а когда я в сборную Союза заходил, тогда этот был имидж выше, если изнутри смотреть по потенциалу. То есть быть членом сборной Союза в те года, это ну как Юрий Гагарин слетал в космос по-своему. Вот Алексей Трехлебов, кришнаит, экстрасенс. И он и предсказал, что из 17 восходителей 15 будут помороженных больных, 2 целых. Целый остался Туркевич и я. Большинство было обморожение, были пальцы, там у кого кожа, у кого фаланги, там органы. И вот на вершину 2 человека взошли тоже. Бершов и Каратаев зашли. Ну, Каратаев сильно обморозил все руки, все ноги. И мы в итоге спасработами занимались, спускали там. Ну, это однозначно, я думаю, маршрут, который не повторится больше, потому что невозможно собрать команду. Одной из главных причин успеха казахстанской школы альпинизма стала командная работа. Каждый член команды работал во благо общей миссии. Ради восхождения одного альпиниста могла работать целая команда. Вся элита мирового альпинизма, она ждала, куда пойдет казахстанская команда. Всегда наша команда работала без шерпов, без высотных носильщиков. То есть все базовые лагеря оборудовали сами провешивали веревки, мы все это делали в спортивном плане. Вот. Ну и как бы они тоже помогали, они тоже находились и работали вместе, но для них мы являлись таким фундаментом. Уже понятно, что если казахстанские альпинисты идут, это железно будут провешены веревки, установлены базовые лагеря, и это обеспечивало определенную безопасность, в принципе, для них. Иностранные ребята, да, они там заточены на работу индивидуально, даже когда в команду собираются, да, у меня складывается ощущение, что они каждый работает там на себя. В первую очередь альпинизм, почему он завораживал и не таких, как я, и многих, это в первую очередь человеческими взаимоотношениями. Анатолий Букреев – один из первых казахстанских альпинистов, совершавший одиночные восхождения на 8000-нике без кислорода. Да, он появился у нас в команде, совсем молодым, зеленым, мы уже были такие, как бы, взрослые. У нас была очень сильная команда. И Казбек Валиев, ну, скажем, на скалах Казбек Валиев, Смирнов, Хрещатый, Гриша Луников и даже я, скажем, дали бы ему много очков вперед. Но когда дело доходило до быстрого передвижения по снегу, где не было никаких технических сложностей, мы все уступали Букрееву. Я, преклоняюсь, особенно то, что он делал, когда погибали люди на Эвересте, это, конечно, мог только великий человек сделать. Только великий. Не залезть в свою палатку, не спрятаться, а дважды выйти наверх, спасти 3 человек. И мне непонятно, чем думал господин Кракауэр, который писал этот пасквиль свой. В то время, когда Букреев спасал людей, Кракауэр лежал в спальном мешочке в своей палаточке и нос не высовывал. И он, этот человек, нашел в себе, я не знаю что, чтобы очернить Букреева. А что ты сам сделал? Букреев стал известен больше благодаря Кракеру. Во-первых, Кракер его на международном уровне поднял, сделав из него антигероя в своей книге. Он стал популярным, Букреев.
В Казахстане я начал забеги в его память устраивать, очень сильно пиарил, его тут в статус легенды вывели, он стал известен. Это по поводу популярности, чуть-чуть отклонились. А если бы ИК все 20 человек, ну там вряд ли, может быть, там кроме как физически-технических данных, нужно иметь мотивационное желание, пиариться, быть наверху там и так далее. А физически, технически, ну, кто-то больше, кто-то меньше, там, вся двадцатка это была рядом. Просто дело в том, что когда мы были в команде, у нас не было слабых и сильных. Сейчас у нас есть молодые, сильные, здоровые ребята, есть хорошие ребята, но это еще не команда. Как-то так вот интересно получается, я уже говорил ребятам, вот всплеск такой, а потом хоп, провал. Вот мы сделали Дхаулагири в 91 году. Первая казахстанская экспедиция в Гималайи, Дхаулагири. Сделали, 10 человек залезли, значит, на вершину. И команда потихоньку хлоп и развалилась. То есть следующая экспедиция уже, которая была, вот я на Эверест, когда готовил экспедицию, уже, так сказать, по сусекам пришлось соскребать для того, чтобы набрать команду. Сделали Эверест, значит, и после Эвереста вообще провал. Команда кончилась после 97-го года где-то. Потом уже новая команда, это уже началась эра как бы певцов-жумаев. Такие уникальные люди в Казахстане, это дорогого стоит, это же престиж во всем мире. Я могу сказать, что люди, взошедшие на 14 восьмитысячниках, пользуются очень большим уважением в своих странах. Это герои, это национальные герои. Очень простая география, очень простые примеры. На всю Россию, которая имеет альпинистов намного, и даже во много раз больше, чем наш Казахстан, нет ни одного человека, который бы сходил 14 восьмитысячников. А у нас двое и даже трое, потому что Дениса Урубко можно считать казахстанцем, потому как начал он серьезно и продуктивно заниматься у нас все-таки. Вот почему Денис уехал? Потому что ЦСКА сократила альпинизм как вид спорта. Пока он получал зарплату как военнослужащий, как тренер, у него была база, был стадион, было где ему в его команде заниматься. Вот, он был здесь. Как прекратилось финансирование, он уехал. Страна потеряла сильного спортсмена, который еще мог бы много славы принести казахстанскому спорту. К сожалению, значит, сейчас нет преемственности и нет тех бы сильных ребят, которые бы составили команду. Они есть каждый индивидуально, но команды нет. И нет идеи. Вот и сейчас наших альпинистов сильных всех можно там пересчитать по пальцам. Надо держаться за каждого сильного человека, сильного альпиниста и стараться с ним работать, чтобы он продолжал заниматься. Молодежь приходит ненадолго. Они приходят, чтобы сделать себя физически, духовно, психологически, чего-то добиться и уйти дальше по жизни. Не знаю, почему у нас как-то поспокойнее относятся к альпинизмам, чем в Европе. Мне кажется, Казахстан, может быть, даже просто привык, что у нас есть великие альпинисты. Тут иногда такое напрашивается выражение. Привыкли. Да, у нас их навалом. Неравнодушные казахстанцы всю неделю следили не только за погодой в своем населенном пункте. Их еще интересовал прогноз в горах Тянь-Шане. Дело в том, что там пропали наши альпинисты. Спасатели Казахстана направили вертолет для поиска 3 альпинистов, которые пропали при восхождении на пик Победы. 3 альпинистов зашли на пик Победы 14 августа. Во время спуска резко ухудшилась погода. Люди оказались в снежной ловушке. Начать поиски пропавших в горах Кыргызстана альпинистов не могут из-за непогоды. Казахстанские военные прибыли в палаточный лагерь несколько часов. Завершили поиски казахстанских альпинистов. За несколько дней так и не было обнаружено никаких следов пропавших спортсменов.
Так получилось, что я был в этот момент, находился в базовом лагере. При этом у меня была акклиматизация, то есть я уже спустился с пика Хантенгри, совершил восхождение на пик Хантенгри. И я мог сразу же выдвинуться на поиски. Но, к сожалению, погода не позволяла этого сделать. То есть в тот момент, когда произошла трагедия, шел сильный снегопад, и он продолжался еще 2 дня. И ребят в случае хорошей погоды можно было бы увидеть и сказать: идите там направо, идите налево, где они находились. По описаниям, которые они давали по радиосвязи, было непонятно, где они находятся. И начальник лагеря сказал: просто выкопайте себе пещерку и переждите до этого. Он говорит: какая пещера, нас сейчас сметет лавиной, мы будем срочно искать проход в ледопаде. Ну, это была последняя связь, после этого ребята на связь не вышли, скорее всего, все-таки лавина их накрыла. Либо уже в ледопаде, либо не доходя даже до него. 18-го, как только прояснилось все, сразу же вылетел вертолет на облет горы с видеокамерами, с фотокамерами. Все засняли, все просмотрели в очень хорошем разрешении, сделали фотографии со всего маршрута, но, к сожалению, уже никаких следов человека не было. Только снег, скалы, лед, все. И, к сожалению, вот Саша заболел, и на лавиноопасном маршруте они оказались именно от того, что они хотели его спасти. То есть единственная возможность спасти больного человека на высоте — это его спустить вниз, чтобы он терял высоту. То есть пока он еще может идти сам, пока это надо максимально идти туда, где он может идти. То есть идти вот эти вот длинный гребень, опасный по победу на западную вершину Наважа-Пшевела, не было никакой возможности. Там уже по прогнозу был ветер 100 км в час, и они бы просто, им и пришлось бы сидеть наверху и ждать. Это неминуемая гибель заболевшего человека. И был единственная возможность оставалась спастись, это идти по маршруту Абалакова, по этому маршруту вниз. Но он был лавиноопасен и до этого обильного снегопада. И сейчас только можно было надеяться на чудо. Вот. Но, к сожалению, чуда не произошло. Они бы еще много смогли обучить спортсменов альпинизму и исходить сами что-то, потому что это были играющие тренера. Половина альпинистов, действующих в высшей категории, не стало, просто все. Долгое время в казахстанском альпинизме не было трагедии такого масштаба. А кто встанет на их место? Пройдет время, и не 1 год, прежде чем их место кто-либо займет достойный. Для многих урок свой, и для многих это в своем роде люди, на которых бы хотели равняться. Вот это стремление к высшим достижениям на грани смерти, они мобилизуют, и направляют, и поднимают, и это является той основой достижения именно того, что, казалось бы, невозможно достичь. Поднявшись на вершину, мы возвышаем себя, свою душу и мечты. Насколько хватает глаз, перед нами расстилается в молчании и в таинственности мир снега и скал, где символом жизни являются воля и любовь. За всю историю казахстанского альпинизма погибло более 100 восходителей. Совершено более 10 маршрутов, которые по сей день не смогли повторить. Мы рассказали вам лишь малую часть великой истории. Она хранит в себе еще больше разных имен, побед и трагедий. Но всех их объединяет одна истина. Командная работа сделала казахстанскую сборную альпинизма одной из сильнейших в мире. Работая в команде, чувствуя поддержку партнера, мы сможем взойти на любые вершины. И они могут быть не только горными. У нас столько историй, что у нас не может не появиться хороших альпинистов. Я надеюсь еще при своей жизни увидеть команду.